Здравствуйте, с вами Евгений Айсберг, и сегодня мы поговорим о таком необычном явлении в играх, как ховерборды. Я провел небольшое расследование и готов поделиться с вами его результатами. Для тех, кто не помнит, что такое ховерборды, напоминаю, что это летающие скейтборды из фильма «Назад в будущее». Не могу сказать наверняка, в какой игре впервые появился летающий скейтборд, однако информационный ресурс Giant Bomb собрал небольшую подборку игр, начиная с 1980-х, и из них первой игрой с подобной механикой стала Teenage Mutant Ninja Turtles 1989 года на NES, но я не смог найти документального подтверждения этого. Первой игрой, в которую основной упор делался бы на ховерборды, я бы назвал Street Hoverboard Racing 1998 года, вышедшую на PlayStation 1. Это была гоночная игра, в которой нужно было выиграть, катаясь на летающем скейтборде. Сейчас на эту игру, конечно, страшно рассмотреть, но я много раз встречал мнение, что для владельцев PlayStation 1 игра была одной из любимых. Trickstyle на Dreamcast представила возможность исполнять трюки во время прыжков. Сеттингом этой игры было футуристическое будущее, что позволяло поверить в экстраординарные способности ховерборда прилипать к потолку, как во время американских горок. Своеобразным духовным преемником Trickstyle стала аркадная гонка Airblade, также строившаяся на исполнении финтов и трюков. Ховерборд из этой игры действительно напоминал тот, что был в фильме «Назад в будущее», а в самой игре можно было не только кататься, но и выполнять задания. Любопытные гонки были устроены в третьей игре серии Rayman. В ней нужно было перескакивать с одной линии трека на другую, чтобы не упасть, и это очень напоминает сегодняшние мобильные Endless Running игры. Эта игра также примечательна тем, что гонки на ховербордах были не основной частью игры, а приятным дополнением к ней. Во второй и третьей игре серии Jack также можно было кататься на летающих ховербордах, которые в игре назывались Jetboards. Геймплей сильно напоминал уже упомянутую Airblade, а основной целью было набрать как можно больше очков. Еще одной игрой, про которую стоит упомянуть, стала iToy Antigraph. Эту гоночную игру, нашедшую вдохновение во всех предыдущих играх о летающих скейтбордах, я бы назвал кульминацией всех игр на эту тематику начала и середины 2000-х. Гонки, во время которых было необходимо выполнять трюки, показанные на экране, были драйвовыми и захватывающими, а отличная графика позволяла закрывать глаза на некоторые технические шероховатости. Эта же игра, вышедшая в 2004 году, стала закатом как гоночных игр с ховербордами, так и просто игр, в которых были летающие скейтборды. На протяжении нескольких следующих лет практически не выходило значимых игр про ховерборды. Можно упомянуть только не слишком интересную Sonic Riders, а также Unreal Tournament 3, в которой ховерборд не играл важной роли. Однако с началом нового десятилетия ховерборды снова вернулись в игры, и, хотя уже не выходило гонок с летающими скейтбордами, ховерборды являлись важной частью геймплея сразу нескольких игр. Первой я бы упомянул LEGO Dimensions, вышедшую в 2015 году. В этой игре можно было играть по сюжету фильма «Назад в будущее», и, разумеется, в ней был ховерборд. В первой сцене Марти учится его собирать, и в дальнейшем можно будет многократно улучшать его, на выходе получив почти что ракету. Любопытно, что на скейте может кататься как Марти, так и другие персонажи, и даже собака. В целом, ховерборд в игре был к месту и добавлял колорита сюжету. Другой игрой, в которой можно было кататься на летающих скейтбордах, стала Ratchet Clank. Я специально не стал указывать версию 2002 года, в которой впервые появилась возможность кататься на ховербордах, а ограничиться выпуском 2016 года, потому что в новой игре аркадные гонки стали как никогда интересными и захватывающими, а графика в новой игре позволяла наслаждаться каждой минутой гонки. В этой игре гонки были не основной частью геймплея, но носили разнообразие при прохождении. Но, конечно, самый интересный вариант применения ховерборда появляется в игре Enslaved Odyssey to the West. Главный герой по имени Малки обладал неким облачным устройством, которое позволяло ему парить на небольшой высоте над землей и водой, что позволяло добраться до мест, недоступных пешком. 3D Action Adventure игра является, по моим данным, единственной, в которой реализована такая функция в качестве дополнения геймплея. Сама по себе одна из лучших приключенческих игр на предыдущем поколении консолей, Enslaved Odyssey to the West представляет новаторский взгляд на использование ховербордов в играх. К сожалению, на данный момент, другие игры так и не подхватили необычное дизайнерское решение в игре. Остается надеяться, что в будущем мы увидим больше игр, в которых используются ховерборды. Спасибо за внимание, с вами был Евгений Айсберг. До новых встреч!